Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. Я Борис Парсункевич, всем добрый день. Блумберг пишет, азербайджанская нефть подцепила хлориды и теперь не нужна в Европе. BP заявила об обнаружении хлоридов в некоторых партиях нефти из Азербайджана и уже продается с существенным дисконтом. Борис Леонидович, а это как? В азербайджанских месторождениях там напрямую пасутся европейские компании. Это что-то нездоровое там происходит. Нефть не нужна, не спасет Айзерлайт Европу. Ну, давайте по порядку, потому что в этом кратком сообщении от Блумберга, которое разошлось по всем нашим СМИ, по интернет-среде и так далее, недоговоренностей почему-то очень много. М, Давайте по порядку. Речь идет о поставках по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Достаточно приличный, так скажем, нефтепровод мощностью до 60 миллионов тонн в год. Достаточно дорогой. Введен в эксплуатацию он был в 2006 году, обошелся 4 миллиарда долларов. Почему? Потому что это Кавказ, это горные хребты. Маршрут Азербайджан, Грузия, Турция в порту Джейхан заканчивается. Это морской участок. При этом, что касается нефти марки Азрилайт, то прокачивается ее по этому нефтепроводу порядка 30 миллионов тонн в год. То есть мощность в 2 раза выше. Что уже вызывает вопросы, потому что оставшуюся половину это, ну, во-первых, добрать до 60 миллионов тонн пока не получается. Идет нефть марки Курык из Казахстана. По итогам прошлого года 1,7 миллионов тонн, мягко будет сказано, не хватает. Мощность выше. Поэтому прокачивают смеси помимо Азрилайт с Чирага, с Шах-Дениза, стараются добраться до полного объема, но с тем, чтобы действительно инвестиции, которые в нефтепровод были вложены, окупились полностью. Ну и, как, наверное, у каждого владельца хочется, чтобы это произошло побыстрее. Это первый момент. Теперь второй момент. Сообщила о том, что найдено какое-то содержание хлора, точные числа не названы, компания BP. Она не British Petroleum, с учетом того, что контрольного пакета нет ни у кого, это действительно BP. Азрилайт добывается на блоке морских месторождений Азербайджана, АЧГ, Азри Чираг Гюнешле. Компания-оператора там одна, это результат сделки века, я по-другому назвать это не могу. У BP 30,37%, и она является оператором всех этих месторождений. У государственной компании SOCAR State Oil Company of Azerbaijan Republic 25% ровно. Дальше начинаются необычные, я не думаю, что многие об этом помнят, 9%, 9,57% у венгерской компании МОЛ, может быть, слышали про такую. У японской Inpex 9,31%, у ExxonMobil 6,79%, ну и так далее, и так далее. Присутствуют и японские компании, и турецкие компании, и даже индийская. Почему это действительно сделка века? Договор о том, как будет разрабатываться блок АЧГ, был подписан во времена, когда Азербайджаном руководил Алиев-старший. И это было то самое время, когда и Россия умудрялась подписывать соглашение о разделе продукции, по которым доля России была минимальной, и возникал кто-то, кто командовал парадом. Азербайджан умудрился этого избежать. Тут контрольного пакета нет ни у кого. Я не знаю, какое там дипломатическое искусство было применено, но явно очень нетривиальное. Но, тем не менее, возникает вопрос. Компания BP, являющаяся оператором вот этого акционерного общества, сама сообщает о том, что найдена хлорка. Но уже какая-то интрига совершенно непонятная, с какой целью. Ну, предположить, что BP таким образом постаралась добиться снижения котировок Азрилайт.
Ну, вроде бы как раз с Британией у Азербайджана сейчас не самые плохие отношения. Поскольку BP добывает эту нефть, ею и торговать. И она на свою нефть сбивает цену вот таким образом. Что-то совсем странное. Почему именно Азрилайт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джихан прокачивается отнюдь не только Азрилайт? Это и казахстанская нефть, о которой я говорил, объем который Казахстан старается наращивать, хотя, опять же, слово «Казахстан» весьма и весьма условно в данном случае, потому что как раз в Казахстане три самых крупных месторождения разрабатываются на основании соглашения о разделе продукции. И доля Казахстана как государства там не превышает 20%. И если внимательно посмотреть, кто добывает, там опять обнаруживается BP. То есть, что это за интрига, что она значит? Очень сложно сказать. Почему хлорка опасна? Нефтеперерабатывающие заводы не рассчитаны на то, что в нефти будет находиться хлорка. Ее там не должно быть по определению. Если это произойдет внезапно, то может дойти до проблем с трубопроводами, может дойти до проблем с переработкой. Сейчас все предупреждены, значит, вооружены. То есть нефть Азрилайт будут по-прежнему продавать, но перепроверять качество с тем, чтобы не вызвать никаких проблем на своих нефтеперерабатывающих заводах. Вот приблизительно такая обстановка, анализировать которую достаточно сложно. Еще раз, о том, что Азрилайт идет некачественная, сообщает компания-оператор, которую нефть Азрилайт добывает. Ну, я что-то не припомню ничего подобного. Как относиться к этой новости? Фейк или правда? Не стоит забывать о том, что об этом сообщил Bloomberg, отличающийся правдивостью и объективностью. Но, тем не менее, если мы посмотрим на сегодняшние торги, котировки действительно упали. Кто чего хотел этим добиться? Почему все, что касается качества нефти, отнесено именно к Азрилайт, а не к другим маркам, которые по этому же нефтепроводу идут? Мне кажется, что надо все-таки дождаться каких-то комментариев не от Блумберга, а от тех, кто действительно занимается добычей и транзитом этой нефти. Может быть, в ближайшие дни какая-то ясность возникнет, а пока вот крайне такая запутанная ситуация. Борис Леонидович, с нефтью все ясно, она пошла с дисконтом, хотя она лайт и так чего бы ей не хватало. А что про азербайджанский газ, который должен спасать то Украину, то Турцию, то Европу? Там есть какая-то спешка в добыче газа или какие-то сложности? Как реально обстоят дела, если абстрагироваться от этих новостей Блумберга? Что касается газа, без сложностей не обходится. Это достаточно нетривиальный процесс. И, опять же, морская добыча. Напомню, что месторождение Шах-Денис было обнаружено еще в советские времена, но к его разработке никто не приступал, у нас просто не было таких технологий. Да и такой особой нужды идти в море за газом, когда его в Сибири на суше вполне достаточно, тоже никто не хотел. Основной газопровод, по которому азербайджанская нефть поступает и в Турцию, и в Европу, это тот самый Таптанап. Наверное, самый дорогой проект в истории газового бизнеса. Начинается он на морском месторождении Шах-Денис. По дну проходит до берега Азербайджана, выбирается на сушу, проходит под Кавказским хребтом в Грузию, ныряет в Черное море, выныривает в Турции, проходит через всю территорию Турции до границы с Грецией, проходит Грецию, добирается до Албании, там ныряет в Средиземное море, выныривает в Италию. Ну, просто невероятно. Два моря, немножечко по Каспию надо пройти, под гордым хребтом надо пройти. Обошлось все это удовольствие более чем 40 миллиардов долларов. 42 вроде бы такую цифру называет State Oil Company of Azerbaijan Republic. Изначально была 48, но где-то удалось немножечко дешевле пройти. Тем не менее, окупать достаточно сложно, поскольку годовая мощность этого газопровода 16 миллиардов кубометров. Не сказать, что очень много. И тем более, ну, если сравнивать из того, что нам более-менее знакомы, северные потоки, там, если грубо, обошлись они в 10 миллиардов долларов, но годовая транзитная мощность 55 миллиардов кубометров.
Поэтому, разумеется, Азербайджан крайне заинтересован в том, чтобы этот газопровод использовался на все 100%, и, разумеется, он заинтересован в том, чтобы котировки на бирже TTF были как можно выше. Из 16 миллиардов кубометров изначально 6 миллиардов кубометров предназначалось для турецких потребителей. Основной объем это компания «Боташ» государственная. Отдельный момент, что в Турции 3 государственных газовых компании. А 10 миллиардов предназначались вот туда, в Европу, в Грецию, в Италию, поскольку оказался свободным трансбалканский газовый магистральный газопровод, поскольку он проходил через территорию подконтрольную Киеву, поскольку был построен турецкий поток, он просто сейчас свободен. Это один из общеевропейских, так сказать, проектов. Украсили его новыми газоперекачивающими агрегатами с тем, чтобы он превратился в интерконнектор. То есть перекачивать газ можно с юга на север и с севера на юг. Были большие планы у Европы по этому поводу, так называемый вертикальный коридор, и трансбалканский магистральный газопровод должен был стать одной из основных частей. Задумано это было на тот случай, ну, вернее, как альтернатива поставкам российского газа и достаточно гибкая альтернатива. Свои регистрационные терминалы есть у Италии и у Греции, то есть можно от них провести дополнительные газопроводы и качать на север вплоть до Польши. В свою очередь у Польши есть регистрационный терминал в Свиноujсце, в свою очередь у Польши теперь есть газ норвежский по знаменитому Baltic Pipe. То есть можно в крайнем случае, если есть необходимость, получать СПГ на севере и прокачивать его до юга. Проект не пошел, потому что для того, чтобы балансировать спрос, необходимо было подземное хранилище газа. Подземное хранилище газа на этом маршруте находится в Львовской области. В последнее время желающих закачивать газ в подземное хранилище в Львовской области не наблюдается. Причины, надеюсь, называть не надо. Там какие-то сложности все время технические возникают, что-то там ломается по непонятным причинам, ремонтируются, но газовые трейдеры не рискуют закачать газ туда, откуда его потом невозможно будет изъять. Поэтому проект подвис. Но это на самом деле немножечко добавило возможности Азербайджана пользоваться трансбалканским магистральным газопроводом для того, чтобы газ через Грецию, через Турцию уходил в страны Европейского Союза, не только Греция и Италия, но и целый ряд других. Что, собственно говоря, Азербайджан и делает, договариваясь о небольших объемах, но с большим количеством стран Европейского Союза. Тем самым диверсифицируя свои поставки с тем, чтобы не было зависимости от кого-то одного, кто может отказать. Напомню, что в Евросоюзе отказались от долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой. Все ценообразование идет на газовом хабе TTF голландском. Правда, голландский он достаточно условно, поскольку основные акционеры там американские компании. Вот такая обстановка. Из Европы неоднократно раздавались призывы к Азербайджану увеличить объемы поставок. Не так давно Ильхам Алиев, выступая перед журналистами у себя дома в Азербайджане, сообщал о том, что с учетом того, как выглядит обстановка на Шах-Денизия, есть возможность увеличить объемы добычи на 8 миллиардов кубометров к 2030 году. И опять же, поскольку он выступал перед своими журналистами, он вслух сказал, что нужно думать о том, куда эти 8 миллиардов кубометров пристроить. Либо перерабатывать у самих себя и, так сказать, диверсифицировать свой экспорт, либо придумывать что-то с поставками в Европу. Борис Анатольевич, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо.
До новых встреч. Огромная просьба в адрес будущих комментаторов, то, что мы с Максимом не коснулись сегодня двусторонних отношений России и Азербайджана, не говорит о том, что мы не испытываем никаких эмоций по этому поводу, но сегодня мы рассматривали вопросы нефти и газа. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.